Лео стоял перед Кирой, сдерживая нарастающее напряжение. В его позе читалась агрессия, которую он не спешил скрывать, а вокруг установилось гнетущее молчание, будто сама обстановка предчувствовала, что этот момент может стать началом чего-то серьезного. Кира встретила его взгляд без тени страха. В ее лице отражалась уверенность человека, который знает, на что способен, и не нуждается в словах, чтобы доказать это, что тут же заставило окружающих отпрянуть и замереть в ожидании развития событий. Переезд в Грейвуд стал очередной попыткой ее семьи начать все сначала, когда мать, специалист в области хирургии, получила приглашение занять ответственную должность в местной клинике. Для Киры это был уже 4-й переезд за короткий период, и она не испытывала иллюзий относительно легкости адаптации. Чужое место требует времени, чтобы стать своим. Ее манера держаться, простая одежда и внешняя сдержанность были частью плана по сливанию с окружением. Но под этим фасадом скрывался человек, прошедший суровую школу выживания, закаленный многолетними тренировками в одном из самых требовательных залов Детройта, где каждый поединок оставлял след не только на теле, но и в характере. Чемпионка штата по смешанным единоборствам среди юниоров, она знала, как контролировать себя, как подавлять инстинкты, и именно это умение просила сохранить ее мать, требуя держать свои способности в секрете. Первый серьезный конфликт возник не случайно. В Грейвуде существовала негласная иерархия, где новенькие автоматически попадали в категорию низших и должны были либо покорно следовать установленным правилам, либо стать мишенью для тех, кто считал себя вершиной школьной пищевой цепи. Лео был именно таким. Капитан школьной футбольной команды, избалованный вниманием, поддерживаемый друзьями, прикрываемый учителями и администрацией. Он был уверен, что имеет право определять, кому как жить, и каждый новичок должен был пройти через унизительный ритуал подчинения, демонстрируя уважение к старшим ученикам. Для него это была не просто игра, это была система, подпитывающая его эго и чувство власти. Кира же с самого начала не проявила никакого интереса к этим негласным законам. Она не стремилась понравиться, не искала покровителей, не демонстрировала страха. Ее спокойствие воспринималось как вызов, особенно для человека вроде Лео, привыкшего видеть перед собой либо восхищенные взгляды, либо опущенные головы. Ее молчаливое пренебрежение разрушало его иллюзию контроля, и именно это стало причиной его нарастающей агрессии. Первое столкновение произошло в столовой, где он подошел к Кире со своим окружением, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Он ожидал привычной реакции, либо испуга, либо показного подчинения. Но Кира не дала ему ни того, ни другого. Она просто посмотрела на него спокойно и вернулась к своему занятию, как будто перед ней стоял не школьный тиран, а наскучившая реклама. Это подорвало его авторитет в глазах других, и Лео не мог позволить себе проиграть без боя. В последующие дни он начал целенаправленно устраивать ей препятствия, якобы случайные столкновения в коридорах, издевательские замечания, подставы. Все было рассчитано на то, чтобы выбить ее из равновесия. Когда это не сработало, он устроил публичное унижение, вылив на нее горячий суп в столовой, сопровождая это фальшивым сожалением и громкими шутками. Окружающие смеялись не потому, что это было смешно, а потому что смех был безопасным способом не вмешиваться. Но Кира не дала немедленного ответа. Она ушла в тот день, промолчав, однако внутри уже приняла решение. После занятий она встретила Лео у спортзала, когда он остался один. Это была не месть, а демонстрация границы, которую никто не имеет права переходить. Одного точного удара оказалось достаточно, чтобы разрушить его уверенность в собственной неуязвимости. Уважение, завоеванное этим поступком, не имело ничего общего со страхом. Это было признание силы, основанной на сдержанности и контроле.
Изменение в школьной атмосфере было ощутимым. Страх уступил место любопытству и уважению, а к Кире начали обращаться за помощью, в том числе и те, кто ранее старался не выделяться. Один из таких случаев касался группы учениц, которые регулярно подвергались психологическому и физическому давлению со стороны старшеклассников из соседней школы. Эти подростки ежедневно караулили девочек у автобусной остановки, где не было ни учителей, ни камер наблюдения. Все начиналось с шуток и подначек, но с каждым днем давление усиливалось. Подростки позволяли себе грубые комментарии, хватали девочек за руки, пытались загородить им дорогу. На последний инцидент Кира отреагировала особенно остро. Одна из девочек рассказала ей, как парень в спортивной куртке схватил ее за плечо и попытался втянуть за киоск, угрожая, что в следующий раз она не убежит. Услышав это, Кира не могла оставаться в стороне. На следующий день она пришла к остановке заранее, переодевшись в неприметную одежду и сев на дальнюю скамейку с книгой в руках, наблюдая за ситуацией. Девочки подошли в обычное время, и почти сразу за ними появились 5 подростков из Вестсайдской школы. Их лидер, рослый парень с татуировкой на шее, уверенно направился к девочкам, начав привычный спектакль. Он начал заговаривать с ними, комментировать внешность, намекать на то, что они должны быть более дружелюбными. Один из его приятелей встал позади, блокируя путь к отступлению. Ситуация становилась опасной. Кира не вмешивалась сразу. Она встала лишь тогда, когда один из парней протянул руку, пытаясь коснуться лица одной из девочек. Ее шаги были уверенными, взгляд — сосредоточенным. Ее голос прервал напряженную тишину, и, несмотря на спокойствие, в нем прозвучала угроза. Хулиганы сначала отнеслись к ней с пренебрежением, приняв за еще одну испуганную девчонку. Но когда один из них попытался схватить ее за плечо, его рука встретила локоть, врезавшийся в солнечное сплетение с точностью и мощью, способной выбить дыхание из взрослого мужчины. Пока остальные пытались понять, что произошло, лидер получил резкий удар в печень, за которым последовало колено в лицо. 2 из 5 уже лежали на асфальте, а остальные попятились, осознав, что имеют дело с противником, к которому они были не готовы. Это столкновение стало поворотным моментом. История разлетелась по школе мгновенно. Новенькая из Линкольн-Хай остановила 5 старшеклассников, которых боялись все. К Кире начали относиться как к защитнице. Ученики стали просить у нее совета, а девочки — участия в тренировках. Ее влияние росло не через громкие слова, а через действия, в которых чувствовались решимость и ответственность. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.